Шпана, за мной. Сейчас вам будет проведен мастер-класс, как правильно нужно колоть дрова. Мальчики пожарили невероятно вкусные шашлыки. Честно, никогда их так сам не жарил. Иди отсюда, это моя еда. Посмотрите, просто они тут собрались. Ой, молодца. Вопросы? Отсутствуют. Сегодня Ваня учит меня готовить какую-то рыбу по специальному рецепту. Ой, посмотри, какие красивые на камере они. Да? Я волтался после твоих сосисок. Мы приехали на дачу, и мы собираемся жарить шашлыки. К нам еще друг приехал. Знакомься, Саймон. Привет. Привет. Он будет с тобой теперь по конюшне работать. Та ні, це Влада. Влада я ні з чим не спутаю. Ты меня даже так узнал? А як же? Но если вы меня не узнали, это я, друзья мои, привет. Блин, вот это Влада. Мы собираемся жарить шашлыки, но это то еще испытание сейчас для нас, потому что, во-первых, мы с Мишей оба умеем распаливать костер, рубать дрова, жарить шашлыки. Мы все это умеем, но самостоятельно, как будто бы, сами мы это делаем очень редко, раз в 5 лет, потому что, всегда есть люди, которые лучше жарят шашлыки, распаливают костер, рубают дрова и все остальное. Короче, нам сейчас надо найти дрова, во-первых, не сырые, их порубать, их распалить и пожарить, извините, шашлычок. Так, давай, отбираем потенциальную. Нормально. Нормальный, ты думаешь? Нет, там, смотри, можно отрубать, вот это нормально половину, видишь? А ну давай, бери. Это жилка, это прослойка. Жилка, давай. Ой. Ну, нормально, да, вроде? Добывай нам, зайчик, добывай нам дрова, пожалуйста. Ой, с ржавчинкой, нет? Не надо? Ладно, тебе как саппорту ставлю дизлайк. Что? Еще раз повтори, пожалуйста. Тебе как саппорту ставлю дизлайк. Плохо светишь, ни хрена не видно. Тебе снимать или светить? Скажи Зато- мне, пожалуйста, зато- дорогой друг, мне снимать или светить? Да не слепи ты. Да не слепи. Зато, спину мою светишь, а? Их порубить надо. Я знаю. Это начальник. Да не слепи ты мне глаза. А как я тебя буду снимать, если не слепить? I'm sorry. Не, можно вот так снимать. Нормально? Или вот так? Вот как тебе? Ну так мне тоже нормально. Да. Что видно? Сколько пальцев показываю? Все видно. Сколько пальцев 4. показываю? Я ничего не показываю. Так, рубим дрова, давай, показывай мастер-класс. О, ну тут коротко. Неплохо. О, Красава. Да. Не, очень хорош вообще. Ты опытный. Ты опытнее, чем я в этом. А вы бы видели, я тут тоже только что старался, мы просто Да. это не засняли. Миша вообще красавчик. Да, реально. Да, реально. Ребята, показываю мастер-класс, как надо рубить. Вот, получается, видим цель, целимся. Первый этап — это планирование. Целимся. Опа. One hour later. Сколько там на это времени ушло? 4 минуты. 4 минуты, я думал, это будет легче. Все, ребята, я перенаучился, мне младший брат подсказал. Показываю дубль 2. Все? Давай, братан. А можно я тоже потом рубану? Да, Да не, оно тяжелое. жесткая. Ну, будем поменяться. А дай я. Это сильное, это жесткое. Зая, я сильная. Не, реально. Не. Спорим? Держи. Не, ну к этому не... Держи, Там держи. есть другие. Пожалуйста, можно я это? Да не, детка. Это не я, кстати, реально. Вот так, это называется вот это доверие что-то женщине. Так, давай, марш на кухню, тут Я щас уйду. мужским делам не мешай. Я сейчас уйду. Зай, позови меня, когда распалить. Я думала, уже распалили. Короче, мы очень долго вообще уже рубим дрова. Очень это неудобно делать, когда нас двое, кромешная темнота, вот. Но вот такую, кучку мы накидали. И это, кстати, не все, при том, что вот еще есть. О, да, возник кору. Вот.
Только теперь есть страх, что оно сейчас все будет долго разгораться из-за того, что влажные эти бревна. Вот, но надеемся, что все будет быстро. Ребята, обзавелся вот такой штукой. Нет, ну с такой штукой на самом деле значительно легче все распаливать. Я думал, что нам сейчас надо бумажек будет накидать, чего-то еще, но все проще. 10 hours later. Фу, ребята, очень долго мы мучили этот костер. И вроде бы, смотрите, ну, есть процесс. Но мне честно страшно, мне страшно просто сейчас взять и выключить эту горелку. Вдруг оно, ну, остановится. Но я сейчас это сделаю вместе с вами. Все, мы берем. Не, ну кажется, все получилось. Фу, расскажи, насколько это сложно было. Это было долго, но мы справились, я думаю. Да. Ну, мы вот это, чтобы вы понимали, фигачили, ну, минут 40. И оно просто было вообще без никаких продвижений. И я не понял, в чем дело. Ну, во-первых, мы неопытные, мы очень как-то тупо накидали этих дров. То есть это вообще надо домиком делать, а мы просто наобум накидали, типа, и так пойдет. Вот, ну и плюс еще они были сырые, и, короче, это нам все усложнило, ну вот. Ну все, и да, нам его оставлять теперь просто надо. Мы утеплились. И, ну, все горит, как бы мы оставили его, сколько, минут на 5, и все замечательно. Поэтому я думаю, что нас можно реально поздравить. Ну, как минимум, это мой первый кастрик, в котором я принимал, ну, прям очень активное участие, да. А твой? Ну, это твой первый такой, что, знаешь, ну, его можно назвать самостоятельным. Да. То есть это мой первый самостоятельный кастрик. Да. Твой тоже первый? Мой второй. Второй? Я сам, да, полностью делал. О, ну тогда какой-то ты подозрительно неопытный, как для второго. Так, ну, потому что, ну, там было все легче. Огонечек у нас тут закончился. Угольки, что они, тлеют. Вот, будем сейчас, получается, жарить. Честно, никогда их так сам не жарил. Не знаю, какое оно должно быть. Будем это делать, как чувствуется. Шашлыки мы уже поели. Мальчики пожарили невероятно вкусные шашлыки. Посмотрите просто на Как тебе шашлыки? То слушай, когда важна не цель, важен путь, ребята. Я думал, что после того, как мы успешно разбили костер, у нас больше не будет никаких пират, но как же я ошибался. Мы не рассчитали с вами количество дров, и нам тупо не хватило жара. Очень тяжко мы вообще там готовили. Мы собирали в кучку этот жарик. Уменьшали высоту, чтобы хоть как-то они пожарились. И половину мы смогли пожарить, а половину Влада в аэрогриле добила. Но факт. Вообще абсолютно правдиво, что в аэрогриле они получились менее вкусные, чем в мангале. И, кстати, все заняло у нас. Ну, вот сейчас 11:30. Я сейчас гляну, кстати, по камере, во сколько мы начали рубать дрова. В 20:00 мы начали. 3 часа. 3 часа мы жарили шашлык. Ну, это очень много, кстати. Я надеюсь, что завтра мы снова будем жарить шашлыки. Я очень хочу пожарить сама сосиски на мангале. Ну, это, конечно, не шашлыки, это другое, я понимаю, но все равно распалить костер я вот хочу прям сама. И днем, пока будет тепло, надеюсь, на обед. И что, ты думаешь, что ты сможешь нам утереть нос? Конечно. Ну, вот проверим завтра. Посмотрим. Так что все. Друзья, до завтра. Доброе утро. Ой, не знаю, как я там сейчас выгляжу. Но мы с Мишей уже проснулись. Шикарно. Вообще невероятно классно просыпаться на даче, конечно. Вверх тут птички поют. Солнышко всегда в глазик светит так нежно. Да не думаю, с кем ты общаешься. А ты с нашими дорогими подписчиками или зрителями. Ребята, подписывайтесь, кстати, на канал. Доброе утречко. Иди отсюда, это моя еда. Посмотрите, просто они тут собрались. Они хотят украсть у нас эту еду. Да я тоже. Короче, вот такой вайбик у нас. Доброе утро, приятного аппетита нам, хорошего завтрака, хорошего настроения. Значит, сейчас Ваня... Сейчас Коля платит. У него другое мнение на этот счет. Вообще нет. Все, видишь, у него настроение переменное, как у меня на прошлой неделе. Он то смеется, то плачет, что-то ему не нравится в этом. Короче, сегодня Ваня учит меня готовить какую-то рибу по специальному рецепту. И я еще не знаю, как это все готовится, но
Самое интересное, что там будет молоко, сливочный сыр, ну и обычный сыр. Короче, что из этого получится? Ксюша говорит, очень вкусно, поэтому... Братан, а что это за рива такая вообще? Ну, такая рива. Будем готовить такую риву. А что это ты туда залил? Воду. Воду? В сковородку? Ну, вот это вода. Ну, я Жёстко. просто кипячу на сковородке. да. Ага. Сейчас оно распарится, я туда добавлю сливочную массу, Ага. потом молоко и приправы, и потом сыр в конце. Не знаю, мне кажется, что это будет вкусно, но что это будет очень вредно, мне кажется. Я точно просрусь. Надеюсь, нет. Ведь ты на природе, это чистка полная организма. Если ты просрешься, это будет классно. Да я сегодня с утра уже так организм прочистил, извините за подробности. Разварилась? Да, сливочная масса. Такой хорошенький кусочек. Самое жесткое, что сюда еще лимонный перец добавляется и, короче, экзотика. Фу. Ролл в молоке выглядит как чьи-то последствия хорошей вечеринки. Знаешь, когда намешалось, все закуси намешались, короче, везде из желудка вышло. Ага, ну Фу, да, я да, вспоминала, как у меня подружка Жесть. давала когда-то ролл нам. А у нас вообще сегодня, кстати, да, кулинарный день, а после этого мы пойдем. Жарить сосиски! Да, и Влада будет там во главе, а я так чисто буду на саппортычах. Вот. То ты вчера очень плохой саппорт была, вообще плохо светила, ничего не помогала и ушла. Что ты скажешь в свое оправдание? Недовольный был какой-то. Я добавляю сыр. Угу. Вот так вот сырок. Оп, оп. И теперь ждем, пока он расплавится немного. Ой, жестко. Ой, не, ну, кстати, вот так уже прям так аппетитненько выглядит. С очень серьезным лицом смотришь. Я запоминаю просто. Коля под наркозом как будто такой. Так, первая мама пробует. Давай. Мы ей решили пожертвовать. Оно? Это действительно хорошо. От 1 до 10. 10. Реально? Ну, 9,7, если быть точнее. Твоя дегустация это самое важное. Меня попробую еще удовлетворить. Нет, ну смотрите, по консистенции сразу, ну, что это такое? Реально вкусно. Скажи. Угу. Такой еще нежный. Очень, на самом деле, напоминает, вот как мы с тобой делали, сливочная паста. Ну, сливка нежная, да? Согласна. Прикольно, но вред-то капец, наверное. Да, что ты со своим вредом? Вредно. Это ты вредный, а это не вредно. Оно? Да. Я вот думаю, как срут вот эти тайцы. Ну, все. Что? Ну, как срут. Постоянно, что ли, тайцы эти? Они ж едят все А, время быструю еду, а, наверное, каждый раз просираются, еще и так Нет, чинкой. нет, ты знала, что тайцы, у них вообще изначально в генетике у них желудки другие. То есть у них по генетике сразу у них желудки более устойчивые, короче, к этой... Офигеть. А я думала, они тут К острой опять пище. постоянно. Не. Бедные. Шпана, за мной. Сейчас вам будет проведен мастер-класс, как правильно нужно колоть дрова. Потому что, ну, вчера вот эти вот ваши, понимаете, попытки, пытки, недопытки. Ребята, ну, на базе профессионал. Сейчас этот человек покажет вам, как правильно колоть дрова. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все обновления. Завтра мы будем учиться разжигать костер. Послезавтра мы будем учиться выживать в лесу. А сегодня начнем с базовых настроек. За мной. Аркадий Лесовой, это вы? Слыхали обо мне? Читал журнал. За мной. Журнал «Пособник по выживанию». Я просто ваш поклонник. Можно фотку? Давайте. Пиво Аркадию Лесорубу, пожалуйста, принесите. Да, конечно. Первым делом. Выбираем самое сочное полено. А вот я знаю, в Букинах Лена Полена есть. Подходит? Да, но оно уже, знаете, совсем не свежее, немножко. Понял. Так, вы готовы, дети? Да, капитан. Спокойно. Позор! Спокойно. Над Аркадием Лесорубом смеяться вообще-то нельзя. Вы пришли в мою школу жизни или... Только не отруби себе палец, Аркадий, пожалуйста.
Молодец. Ой-ой-ой. Не, ну это жестко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ручками. Ай, добыл. Стоп, и вот сейчас просто прям сильную амплитуду возьми. Ой, молодца. Вопросы? Отсутствуют. Вот они, выпускники моего курса Аркадий Лесоруб. Нет. Шахет. Для записи на курсы Аркадий Лесоруб пишите в директ. Красава. Молодец, юноша, далеко пойдет. Не то, что первый. Я тебе деньги отдал за твой курс, ты мошенник. Учиться надо было, а не на последних партах там посвистывать, прогуливать. Лесорубский придурок. Как ты назвал Аркадия Лесоруба? Я извиняюсь. Лесорубский придурок. Добрый день. Добрый Кот сбежал. А что вы тут делаете? Закладки ищете? Нет, я веточки собираю. За хворост только что. Вот, парень, видишь? Вот, видишь веточки? Угу. Вот это все мы собираем. Мы собрали хворост. Часть кладем вот. Часть кладем вот так вот насыпью. Да? Видите? Далее. Нам нужны небольшие дровишки. Корой кладем вниз, она хорошо должна гореть. И раскладываем в форме вот такого вот. Домик. Нам нужно поджечь хворост в самой серединке, в самой сердцевинке. Потому что что? Потому что все идет от сердца. Когда видим огонь, который горит, точно так же домиком выстраиваем наши верхние колена. Аркаша, я тебе сосиски принес. Спасибо, брат. Не брат ты мне. В смысле? Ты мой наставник. Пиво, правда, не принес, но... Третья рука не выросла пока еще. Может, поменяемся? Спокойно. Вообще никак не дает поучаствовать. Я сама. Чисто шестерка я для него какая-то. Подай, сосиски подай, пиво принеси, блин, письку вот это отлежи. Кому ты там? Письку вылезала, извини. Устал я от этой жизни. Не хочу я быть шестеркой чьей-то. Хочу, чтобы у меня были свои шестерки. Однажды ты станешь мной. Сейчас моя шестерка. Слышите этот звук? Time to dinner. Мой Шестерка ученик я тебе. будет накладывать. Ой, посмотри, какие красивые на камере они. Да, даже. Они хрустящие, они сочнящие, они просто невероятные. Только по лбу мне не дай. Ой, падает же, блин. Так и надо. Оп. Как какашки вывалились. Что, очень вкусно? Ты таких вкусных сосисок никогда не ел. Я еду, вот, меня перебрасывает. Да? Угу. Я еду, и вот такой вот. Хорошенькие. Такие барбекю вайп. Топчик. Аркадий Лесоруб. Я хочу вам признаться, я гомосексуал. Я волтасался после твоих сосисок. И на курс я твой записался по разведению костра. И обманули меня. Да мой курс! Да ты таких курсов в жизни не видел. Это симулятор брака после 30 лет вместе. Это симулятор наших соседей сверху. Да. Ого, ты зарядила мне. Здравствует новый день. Я уже хотела в душ, я уже помыла голову. У нас сегодня в планах снимать рилсики с Ксюшей. А этот сладкий барабасик спит. Показы. Чоловік вообще отдыхает. Ми сьогодні вирішили пограти в гру «П'ємо, якщо було». Вот. Я понимала, что ехать в другой город, сниматься, съемки — это все-таки долгий и энергозатратный процесс. Вот
таки, вот у нас сегодня были шахеды, друзья мои дорогие. Мы вышли на улицу прогуляться, потому что погода просто шикарная. Я не знаю, как можно не гулять в такую погоду. Я уже немножко и позагорала на лежачке, и половила эти солнечные витамины или что там. Да, погода просто шикарная, я не знаю. Так тепло, так светит солнышко, так хорошо. Мы вышли все прогуляться и начали летать шахеды. Очень громко и очень страшно. Да, и ты вот так смотришь, блин, вообще непонятно где и откуда оно летит. Вот. Мама вообще тревожится очень сильно от этого, потому что у нас уже был курьезик, когда тут прям очень сильно летали шахеды, ну, настолько сильно, что мы через 15 минут обосрались и уехали в Днепр. О, ну-ка пришли, опять что-то летит. Да. Короче. Ух ты, бля. Ух ты, блядь. Блядь, куда идти? Не знаю. Не делай. Ну, вот в такое время живем, блин. Я на очке на жестком. Я уже думаю, куда свалить быстрее бы. Куда свалить? Под лавочку. Может. Не поможет. Вот так вот. Но все равно настроение чиловое. Ой, смотри, там кони целуются, кажется, они нежатся. Любовь. Это мы с тобой, Влада. Два коня. Друзья, что самое главное в готовке? Вот мы с Маней поняли. Самое главное в готовке – это быть в хорошем настроении. Hey, baby, what you look away? Hey, baby, what you wanna do? Если что, Миша потом будет смотреть, когда будет монтировать. Вот так вот вам готовился ужин. Готовили пюрешку. И блюшки. Сегодня у нас такой. Это моя тарелка. Это моя тарелка. Почему? Потому что я тебе ту дала. Так, то твоя теперь. Так там много Я не хочу. пюрешки. А тут? А тут Давай немного. сыпь мне нормально Давай сюда. я тебя оттуда вот тогда отсыплю. Правильно? Доволен? Короче, кушать мы садимся. За последние 2 дня мы сняли сколько? 100 Единиц? единиц контента. Ну да, Примерно. много, Плюс-минус много. Так, навскидку. Ну, единиц 10 контента точно сняли. 10 единиц контента, оказывается, что это мало. На самом деле это очень сложно, потому что подготовиться, придумать, потом это все обработать, отыграть, Убираться. это очень сложно. Перед. Блогерами быть очень сложно. А, кстати, Коля сегодня... Вот ему стукнуло ровно 4 месяца. У него вчера был день рождения, ну 4 месяца 1 день. И сегодня он как раз научился переворачиваться на живот самостоятельно. Поэтому, Коля, мы тебя с этим поздравляем. Поздравляем. Спасибо! Дорогие друзья, Доброе утро. доброе утро. Что у нас тут? У нас тут чай и плохие новости. В общем, из новостей. Мы проснулись, улыбнулись, потянулись. Все классно. Но, короче, второй день подряд я просыпаюсь с болью в горле. Детка заболел. Какие-то у нас невезучие влоги на самом деле. Потому что в прошлом влоге мы тоже болели. Пражском. Да. Ну да. Вот, хотя я вообще редко болею, на самом деле. Но обычно не чаще, чем раз в год. Я болею, там, раз в годик, знаете, так стабильненько. Я очень надеюсь, что ты меня не заразишь, потому что вот у моего друга только недавно была пневмония, и все сейчас как будто бы какой-то такой темой страдают, что Грипп там какой-то. легкие, грипп. Вот, честно, ну мне как-то хочется это все обойти. Я в Праге настрадался. Посмотрите это. Это реально, ну, Да. мне кажется, жестче я, может быть, даже не болел. Ну да, у меня пока никаких симптомов болезни нет, только заложен нос. Ну, не нос, а знаете, как носоглотка немножко. И горло болит. Ну, никаких симптомов, только И нос горло заложен, и горло болит. Слышу, вот нос дышит, а сопля где-то там между носоглоткой. Сопля. Что это у вас на носу? А сопля? Нет. Пасха. О, кстати, да. Мгм, скоро Пасха. О, у нас будет отдельный Пасха-влог, я думаю. Да, Миша, кстати, не любит со мной яички. Ну, не хочет идти со мной садить яички. Важный момент. Я до тебя не любил Пасху. С прошлого года я официально люблю Пасху. Реально? Да, то есть, ну, мне этот праздник, я вообще не чуждо к нему, я его не понимал. Ну, типа, пасхальный этот кролик, яйца, ну, что за хэ вообще? Ну, неинтересный какой-то. Вот, но с прошлого года я официально пропитан вайбом Пасхи, я среди этих... Я в Пасхобратстве, короче. Классно, блин. Україна! Понад усе!
Вот он, Смотрите, ребята, зайчик. зайчик, блин, так круто, и он сидит прям... Ну, это к пониманию, насколько же в офигенной локации мы живем. Тут постоянно пробегают такие козюли всякие, косули, зайчики, Лисицы. лисицы. Об этом тоже есть отдельный влог. Я еще кабана дикого видел. Если вы хоть когда-нибудь задумывались, откуда у меня вообще такие шикарные усы, это все благодаря вот этому человеку. Барбершоп не домой. Она мой личный стилист. Вот. И каждый раз усы стрижет мне она. И форму эту придумала тоже она. Мы можем даже Я не заснять. придумала, ты такой попросил. Ну, ты ее реализовала. Да. Модифицировала под тебя. Ну вот. И вы можете посмотреть сейчас на меня до и после. Смотрите, ну красивый сразу стал более ухоженный мужик. Спасибо тебе, мастер. Если вы не знали, кто ответственный вообще за монтаж наших выпусков, то вот Влада все монтирует. Детка, что ты делаешь? А тут так, мне надо здесь туда-сюда, того этого, цветокорчика накинуть, то все. А если без шуток, то монтирую наши видосики я. Вот, но Влада вчера раскритиковала мой цветокор. И, засела, сделать сама, и сделала вообще, неплохо. Потому что Жинка обрабатывает фотки в Инстаграме, извините, какой там цвет, какие там все. Да. Мы приехали в Пятихатки. Это ближайший город к тому месту, где мы находимся, и чтобы вы понимали, это центр. Центр этого города, конечно, после Днепра очень непривычно осознавать, что это действительно, что вот так вот выглядит центр города. Тут, в принципе, все вот самые основные магазины, все находится именно здесь. Ваня ездит сюда на тренировки, поэтому мы завезли Ванюшку на тренировку, сами приехали с купивком немножко, да, у нас закупочка, потому что, каждый день не наездишься, потому что надо закупаться раз и на пару дней. Поэтому мы сейчас поедем по магазинам, мы зашли в мясной, зашли в овощной. Шопинг по Пятихатке. Да. Но на самом деле, кстати, вот визуально, вот так смотришь на людей вокруг, и все тут, не знаю, такие же, как и в Днепре, и в Киеве. Не знаю. А какие они должны быть, целюки? Да, может быть, менее модные какие-то, не знаю, более, другие. Вот, но в целом все люди как будто бы такие же. Все люди одинаковые, да. Смотрите, да, просто какая-то какашка. Сегодня мы будем готовить тортильи. Тортильи с фаршем, с помидорчиками, с сырочком. Короче, все будет очень вкусно. Единственное, что обычно я готовлю их на говяжьем фарше. Но я просто Сегодня на говне. Я пожалуюсь, в Пятихатках нет говяжьего фарша. Нет такого понятия, как говяжий фарш. Здесь люди, говяжий фарш не воспринимают, видимо, за... Мэр Пятихаток, завези в Пятихатки фарш говяжий. Да, реально. А что это за хэ вообще? Оно такое, Зай, А да. почему оно такое? Белый куриный же фарш. Он более мелко, как бы такой... Что это белое? Это фарш, зайчик. Там все хорошо, там все. Ксюш, скажи эти странно. Это все хорошо, значит. Очень. Что самое невероятное здесь, вот на даче, это невероятная погода, просто природа. Здесь везде лес, здесь везде бегают зайчики, которых вы сегодня видели во влоге. Очень красиво. Но мы почему-то, вот прошлую неделю была вся солнечная, была теплая, было очень классно. Сейчас на улице просто серая погода целый день. Знаете, постоянно какие-то облака. Такого полутучного вида, короче. Холодно. Нет солнца. А я очень люблю солнце. Я так уже обрадовалась, что оно появилось. Да. А ты там поставишь песню? Пов, это YouTube 2016 года. Ага. Да, нам с Ваней очень важно было закрыть гештальт, поэтому мы сделали просто офигенный кастрик. Блин, посмотрите просто, насколько он красивый, как же хорошо он горит. Было обидно, что женщина утерла нам нос, поэтому нам важно было сделать крутой кастрик, закрыть, так сказать, гештальт. И я считаю, мы справились с задачей. Осталось сделать вкусный шашлык. И еще сегодня у нас в добавочку будет картошечка. Ваня несет стулья. Мы будем сейчас тут сидеть на плюс вайбике, общаться. Вот.